Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз, перемены, развилка. Конец июня, начало июля, завершение и начало. И если мы говорим об июне, Юпитер в раке. И это добрые энергии, гармонии, эмпатии. А если мы говорим об июле, то это Уран в близнецах. И это смена или ломка шаблона. И если мы об Юпитере в раке, то это на год. А если об Уране в близнецах, то это на 7 лет. Вот такая развилка мы можем ощущать на переходе июня и июля. Но что-то будет продолжено, несомненно. Вот как нам быть, как нам отстроить свою собственную жизнь, когда может быть вокруг тысяча неопределенностей. Давайте попробуем рассмотреть альтернативные варианты. И я думаю, нам дадут карты какие-то добрые подсказки. А иногда так бывает, что предупрежден, вооружен. Двойка монет. Вот явно что-то стоит продолжать. Но где-то ведь, посмотрите, словно рука жонглера, да, одновременно, видимо, вот это взаимодействие, оно будет и дальше продолжено, но где-то ловчее быть, может быть, даже если вы с чем-то не согласны или какая-то история вам надоела, ну, так тоже я могу предположить, потому что по двойке монет это у нас что-то продолжается, и мы как будто этот темп не можем сбросить, или мы не можем от чего-то отказаться. Может быть, и надоело ждать, а тем не менее. Это может служить какой-то очень прочной базой, как в виде людей, так и, может быть, ситуация по работе. Так вот, чтобы наша жизнь продолжилась в более правильной ноге, мы с вами рассмотрим два направления. Первое направление, что скрыто, что вы сейчас не видите, не предполагаете. И второе, это ситуация из прошлого, которой, может быть, стоит уделить внимание, чтобы как раз жизнь началась с более правильной ноги. Так что же скрыто? Что скрыто для вас? Карта колесницы, смотрите, перемены. Кстати, очень добрая карта, вообще это карта успеха, но не того, который прямо так молниеносно врывается, а он врывается через перемены, через скорость. Безусловно, карта скорости говорит еще и о возможном переезде, перемещении. Это то перемещение, которое вы, возможно, даже не планировали. Или обстоятельства так складываются. Время принятия мудрых решений, причем в каком-то быстром формате, мои дорогие. Здесь придется что-то анализировать. Прежний опыт по этой карте не помогает. Нам карта говорит: провожай все то, что у тебя было прежде. Или, к примеру, то, что вы когда-то себе как метод отработали, в первую очередь именно методы, потому что сознание – великий шаблон, а здесь это не будет работать. Тут встречай все новое, что приходит на твой порог, и, возможно, вам придется действовать так, как вы прежде не действовали. Вы что-то будете делать впервые, или это будет обусловлено внешней обстановкой, или это вы сами измените направление, словно, своих собственных желаний, потому что где-то на вас влияет и внешняя обстановка, какие-то события влияют, или обстоятельства, мои дорогие. Ведь старший аркан – это всегда не есть только наше желание, а это вот, наверное, пространство Вселенной нас к такому итогу подводит. И будь готов к неожиданностям, не отложи что-то на потом. Здесь ведь тоже мы можем сказать: а нет, я подумаю завтра. Или я сначала одно закончу, а потом вот я переключусь на это. По этой карте, мои дорогие, нет. Тут надо на потом отложить то, что мы в данный момент делаем, чем мы занимаемся. Найти при этом какие-то дипломатические или на дипломатических нотах объяснить, почему вы должны, к примеру, куда-то поехать, в какую-то инстанцию, вот именно теперь, а не потом. Или какие-то другие причины найти. Но отложить день сегодняшний, потому что уже на завтрашний как будто есть то, что вы не можете оставить без внимания. И это для вас будет очень важно. Сегодня есть возможность, а завтра ее может не быть. Что же еще скрыто? Ну вот сами по себе перемены. И это у нас, если мы говорим, что скрыто, это где-то июль. Уран в близнецах. Так что же еще скрыто? С чем это будет связано? Знаете, тут можно уйти окончательно, словно выздороветь от какой-то больной ситуации.
завершить что-то, правда? Может быть, так и сложатся обстоятельства. Обстоятельства в жизни конкретного человека. Нам ведь не говорят, с какой сферой жизни это будет связано. У кого-то с личной, у кого-то и с работой, к примеру. Или ваши достижения, ваше творчество, вдохновение, там, да, или монетизация какого-то вашего проекта. Есть по пятерке чаш какое-то разочарование, но эта карта выпадает для того, чтобы показать нам, что ты, если стартуешь, что ты быстрее вот от этого выходишь или уходишь от каких-то грустных мыслей, что скрыто. Но так внутренне мы можем к этому возвращаться. А вам как будто полный вперед. Вам нужно, знаете как, по королю жезлов, да, это карта идейного лидера, харизматика, харизматичного лидера, я бы сказала. Нам человек вот шестом готов прыгать, прыжок какой-то. И это могут быть какие-то интересные идеи или то, что вам могут даже транслировать, что-то предлагать. Но где-то карта говорит, делать за тебя никто это не будет. Вы можете столкнуться с такой персоной, которая вас как магнит притягивает, потому что вот эта харизматика, она действительно нас притягивает. Но и оступиться-то мы не можем. Поэтому и отказаться, может быть, не можем. У кого-то будет такая ситуация с учетом первого аркана. Других вариантов нет, я должен или должна на что-то согласиться. Но тогда будьте очень внимательны, чтобы взять или ответственность на себя, или тогда просчитать эту меру ответственности, насколько вы готовы углубиться в какое-то дело, тему или в отношения. Потому что, совершая вот этот самый прыжок или соглашаясь, мы так себя словно в невесомость ввергаем на какой-то период. Или, может быть, вот эти все три карты, это действительно вы получаете как какую-то новость, информацию, и вы вынуждены действовать вот каким-то определенным образом. А вправо-влево не очень-то много вариантов. Ладно, что еще скрыто? Давайте узнаем, с чем же это связано. По пажу монет. Кто-то может задуматься всерьез о работе, поменять работу или для себя какой-то запасной аэродром создать, и вы начнете что-то изучать. Вы можете в июле начать изучать, потому что по Урану в Близнецах мы вообще ждем, что меняется как системы, как финансовые структуры могут меняться. Более того, тут и системы взаиморасчетов, безусловно, все, что связано с интернет, цифровые технологии, искусственный интеллект, в самых разных проявлениях и направлениях. И, может быть, вы это осознаете, что вот я в чем-то, слабоват или слабовато, мне действительно нужно какую-то тему изучить, иначе это буквально каким-то образом оказывает влияние на мои финансы. Мы по пажу монет, это тот паж, который самый прилежный ученик. Но это где-то про вас. Поэтому, правда, новые знания дополнить. А вверху у нас карта колесница. По сути дела, это какой-то новый путь, новая стезя. Перед вами открываются такие возможности. Что же еще скрыто? По королеве жезлов у кого-то отношения в паре. И пусть у нас жезлы, пусть мы не привязываем наши карты к знакам зодиака. Это, знаете, все равно есть какое-то желание ваше, личное, создать именно то, что интересно вам. Но королева жезлов – это карта одновременно мудрости. Почему? А потому что королева жезлов, безусловно, эта позиция очень сильная, но она создана на ошибках. И вот теперь уже королева жезлов, она перед тем, как на что-то согласиться, она анализирует, она находит нужную информацию, она как раз и умеет работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. Вот такие энергии вам предлагают. Жезлы – это тот огонь, который внутри вас. Кстати, какая-то ситуация может сложиться и по работе, может быть, с руководителем, с коллегами, или, что-то есть такое, когда правильно провзаимодействовать. И это совершенно противоположные энергии. Если мы говорим по королю жезлов, несмотря на то, что вроде бы одна стихия, да, королева и король, кажется, чем там они отличаются? Кардинально отличаются. Это тот, который он вам идею может поддать, да, или как вам даже может что-то в виде совета давать, может быть, идейного совета, но он сам в этом участие не принимает. Я должна сказать, королева жезлов
Здесь тоже не совсем про участие, но здесь об участии нас самих, на что мы соглашаемся, а из чего мы выходим красиво. Потому что вот правильная работа с информацией и правильное распоряжение собственными финансами мы выстраиваем более безопасный фарватер и нашего успеха, потому что королева жезлов удачлива в бизнесе, в продвижении собственного творчества, своих каких-то планов. Но не все так однозначно. Это, кстати, карта свободного человека, но который умеет хранить молчание. И, может быть, это молчание помогает не ввязаться в какое-то дело, куда нам не надо. Я такое допускаю. Или не выносить вердикты пока. Словно, знаете, нейтралитет какой-то сохранять, потому что мы еще ведь пока не знаем, как там дальше сложатся обстоятельства. И часто так бывает, если мы от чего-то не отказались, то потом как нашли. Может быть такая ситуация, как в поговорке «позади кинь, впереди найдешь». Вот есть и новое, то, что нужно изучать, приходится, потому что обстоятельства как будто таковы. Но есть еще и то, что для вас словно как фундамент. И вот самому себе сказать «не навреди самому себе», правда, очень интересно. И поступайте по закону. Вот правда, когда выпадает аркан правосудия, мы не идем ни против системы иерархии, ни против сильных мира сего, ни против закона. Мы тут вообще ни на чем не настаиваем. Наоборот, вот этот баланс, весы нам изображены, нужно держать. Мы явно будем с чем-то не согласны еще много раз в нашей жизни, поэтому от того, как мы сумеем договориться или выйти из какой-то проблемы, из какой-то непонятной ситуации, или даже если нам судьба посылает какую-то возможность, что мы не откажемся, а правильно провзаимодействуем, либо с какой-то новостью, или сумеем что-то, может быть, как бумагу какую-то подписать важную, тут ведь и такое может быть, или получить какой-то важный документ, именно теперь такая возможность может у вас появиться, и это где-то с заходом на июль, может быть, и на более долгий период, у кого-то до конца июля. Такие энергии могут проигрываться, мои дорогие девы. Все идет вперед, даже где-то временами мчится. Но в то же время, ведь это разумные решения по правосудию. А для кого-то из вас карта будет говорить. Всегда ведь это как карта кармы или причина и следствие. И если ты что-то сделал хорошо раньше, тебе... как высшие силы приходят на помощь, может быть, руками других людей, какими-то контактами. И для тебя тогда словно врата какие-то открываются. Или нужных людей ты встречаешь. Но если мы что-то сделали не очень хорошо, тогда нам нужно привести к балансу, опять же, завершить какой-то вопрос неразрешенный или тему, чтобы в будущем нас ничто не тянуло назад, как мы говорим, не было обратки. Вот действительно вам отсюда только вперед, но как-то очень мудро, грамотно. Давайте мы спросим, что же вам нужно успеть, что из прошлого, как какая-то незавершенная пьеса, незаконченное дело, с учетом тем более аркана правосудия. Что нужно успеть до конца, определиться с чем-то, влюбленная. И ведь знаете, тут... Может быть, скорее всего, не сам по себе выбор, хотя карта это подразумевает, а вот именно этот баланс. Суметь правильно договориться. Карта говорит, сепарация только иллюзия. Скорее всего, есть в вашей жизни тот человек, который вы его не можете исключить из своей жизни. Или, вот это может касаться даже родственников, коллег, соседей, может быть, каких-то и друзей, с которыми, допустим, у вас общие дела, бизнес или есть какое-то взаимодействие. Пусть по аркану влюбленная и личная жизнь, может быть, у кого-то прежняя личная история, даже со знаком минус, но остались нерешенные вопросы. Дети, имущество, деньги. И нам все равно придется с этими людьми контактировать. И вот, мои дорогие, от того, как вы с учетом 5 чаш сумеете вот этот баланс держать, нам будет легче начать какой-то диалог с этим человеком, даже если мы
Ну, де-факто с ним расстались, может быть и так, и не хотим никакого продолжения. А нам говорят, нет, вот какое-то дежавю ты должен для себя как будто не создать вот с этими разрушающими эмоциями. Есть возможность как будто уйти окончательно от этого и словно в путь. Посмотрите, ведь тут очень добрые карты. Но вот, видимо, нам легче, опять же, повторюсь, договариваться или начинать какие-либо диалоги, если даже по прежней пинусовой ситуации у нас нет конфронтации. Мы тогда, ну так, без эмоций, можем любой вопрос проговорить и решить, и, по сути дела, договориться. Но для кого-то история любви, может быть, история взаимоотношений. Вот здесь нужно тоже как будто определиться. А посмотрите, на кону императрица. Мои дорогие девочки, тут вы сами себя поставить на первое место. Мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни, может быть, с кем я хочу быть, кого я рядом с собой хочу видеть. И у девочек то же самое. Но это, кстати, добрая энергия, дипломатия, опять же. Карта императрицы – это та, которая себе в первую очередь не навредит. Но есть и те планы, достижения, которые должны быть продолжены. Может быть, и придется кому-то искать баланс буквально по времени между личной жизнью и работой. А вы будете думать, я не знаю, как разорваться. Тогда помните, тут надо сепарация, только иллюзия. Явно есть то, что нужно научиться совмещать, а не проводить каких-то резких демаркационных линий. И для вас, мои дорогие девочки, для кого это целесообразно, по возрасту, по вашим целям, планам, намерениям, я жду ребенка, или тема материнства сама по себе. И вполне вероятно, вы будете обустраивать свой дом, заниматься проблемами, может быть, или какими-то вопросами, готовить, может быть, свой дом. Хотя и для мужчин это тоже карта будет говорить о том, что вы наводите порядок в своей жизни. Может быть, посредством того, что вы и решаете партнерские отношения. Такое тоже может быть. Или договариваетесь по этим двум картам, вы можете и примириться. Это касается как и мужчин, так и девочек. Вот что-то нужно успеть. Что же еще вам нужно успеть, чтобы жизнь пошла с правильной ноги? И десятка монет – это теплый, уютный дом, это вопросы финансов, это вообще по максимуму. Это наш якорь, это наша база. Может быть, какие-то вопросы по части банков, я такое вполне допускаю. Или вам нужно согласовать какие-то документы по недвижимости, и это я тоже допускаю. А вообще все три карты говорят о какой-то очень доброй истории любви, которая должна быть продолжена. Перекладывайте на себя. И если даже есть какое-то недопонимание, мои дорогие, поверьте, мы встречаемся, два разных человека, и от того, как мы сумеем, может быть, договориться, или откровенный разговор искренний совершить, а не додумывать самому. Так в тишине, а то мы додумаемся до таких вещей, которых и в помине нет. Вот такое тоже бывает. Поэтому искренние разговоры, доверительные отношения – это где-то сопряжено еще и с деньгами, и с вашим личным счастьем. Хотя вы можете это ощущать как выбор. Так что же вам нужно еще успеть, чтобы жизнь пошла с правильной ноги? Но не можете вы какие-то отношения, правда, словно вычеркнуть из жизни. Или каких-то людей. Может быть, это карта и ностальгия, да. У кого-то может быть выбор между двумя партнерами, я тоже такое допускаю. Но все же по шестерке чаш проходят те люди, которые нас любят, к нам искренне относятся. Ну, личная история, мои дорогие девы. Тут у каждого свой какой-то контекст. Так вот, что же нужно тогда вам? Успеть или принять во внимание по пажу мечей? Это какое-то новое направление. И значит, если прежний союз уже, может быть, даже де-факто закончился, как я говорила, но остались нерешенные вопросы. Или это те вопросы, когда де-факто союз завершен, нет взаимопонимания, окончательно утрачено, а остались нерешенные юридические вопросы, и их предстоит решать. И значит, придется встречаться, придется договариваться. Поэтому в каком-то совершенно новом ключе вам придется и действовать тоже. По пажу мечей, ведь любой паж, он учится, как мы говорили. Кто-то будет изучать, может быть, законы по разным причинам.
Но, может быть, вам и придется принять какую-то данность. Может быть, вы столкнетесь с какой-то новостью, когда вам придется вносить некоторые коррективы в вашу жизнь. Но это будет говорить о том, что перезагрузка, какой-то новый жизненный этап, он присутствует. И все же знание. Значит, есть тот вопрос, который вам стоит изучить. Или подойти хладнокровно, это как минимум. Может быть, для кого-то это изучение конкретно как закон работает в отношении вас, как вы можете что-то совершить или продолжить. Давайте мы узнаем, что же еще нужно успеть. Королева чаш. Безусловно, это карта любящего человека, это карта личной жизни, отношений, взаимодействия с супругами. Может быть, между супругами точнее, может быть, эта карта еще и говорит об ожидании. Поэтому, может быть, и пауза какая-то должна быть завершена. К примеру, вы поссорились, я уже об этом говорила, и каждый ждет, кто же там первый начнет именно диалог. Мои дорогие девы, начните вы. И для вас все сложится с большим плюсом. Или, по крайней мере, вы будете точно знать, будет что-то продолжено или нет. А если будет продолжено, то в каком контексте. Для вас самое главное понять, что же есть в реальности. И, может быть, и закончить тоже ожидание, потому что по пажу мечей мы избираем новое направление. И пусть это даже вопросы касаются личной жизни. Пусть это касается вопросов, когда вы ждете, когда человек вам что-то пообещал. Или вы словно в таких качелеобразных отношениях, тогда нам все карты говорят, что если ты дело какому-то знаменателю прояснишь, подведешь, разберешься в каких-то отношениях, то очень скоро в твоей жизни наступят перемены. Ты встретишь другого человека, с кем будете счастливы. Давайте достанем карту совет. Вот так неоднозначно. Король мечей. С одной стороны, это, конечно, карта рационализма, это холодная карта. И здесь, безусловно, у каждого по-своему. Поэтому все то, что касается правосудия, или я говорила законов, людей, наделенных властью, с какой-то сферой влияния, да, или длинными руками мы говорим, вот тут нужно быть аккуратным, тут нужно на взаимодействие, ну, где-то каллиграфически отточить свою дипломатию и при этом постоянно делать выводы. Холодная карта, стало быть, есть и для вас на переходе, вот на этой развилке, в этих переменах, может быть, и будет как раз ситуация, когда время принимать холодной головой решения, чтобы было больше порядка в вашей жизни. Но для кого-то это будет еще и означать, когда вы, к примеру, захотите оформить ваши отношения или вы захотите перестроить ваш бизнес, когда вам нужно совершить переезд или принять какую-то новую реальность через информацию, да, вот вы это видите. Есть какая-то правда всегда по королю мечей. Она такая острая, колючая, холодная, но правда есть правда. Кому-то придется обращаться, правда, к адвокату, к юристу. Или вот, если эти чиновники, тут мы должны с точкой знать, как работает в отношении нас закон, или что мы можем сделать в рамках закона. Давайте мы так себя обезопасим. Но в конечном итоге какое-то очень важное решение вы примете. Это как совет, но я допускаю, что для кого-то побудительный мотив – или побудительная история вот к этим переменам, к этой развилке. Сообщение от конкретного человека. Такое тоже допускаю. И значит, это тоже каким-то образом запускает цепочку перемен, развитие событий. И вы можете себя чувствовать словно на выборе. Но помните, что есть то, что для вас сейчас важно, что вы не должны потерять, а должны договориться. А для кого-то есть и те люди, с которыми просто нужно держать нейтралитет. Но при этом нейтралитет, мои дорогие девы, он не должен строиться через ваше согласие. Вот тут какой-то хитрый нейтралитет. Вы не должны быть на вторых ролях. Ведь все карты, первая карта успеха, она больше говорит о том, что это вы выходите уже теперь на авансцену. Это ваша энергия, когда мы не оставляем себя на потом. Но просто это нужно сделать как-то очень мудро, грамотно. Потому что
период, на который мы смотрим, он не такой большой и без конкретных дней. Конец июня, начало июля, что-то будет и в июле продолжено. Но сохранить возможности, которые у вас сейчас есть, и встретить все то новое, что пытается, возможно, ворваться в вашу жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы. Благодарю вас за ваши комментарии, за вашу поддержку. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.